Привет всем! Меня в очередной раз попросили снять видео с нашего огорода. С удовольствием выполняю эту просьбу. Мы на даче-огороде. И я сегодня подобрала рецепт, который называется соленые огурцы. Этим рецептом я пользуюсь уже больше 10 лет, и он меня вполне устраивает. Тем более маринованные огурцы я закрыла, можно приступать к солению. Вот так вот растут наши огурчики. Мы их по мере роста подвязываем, для того, чтобы они не расползались по всему огороду, и в то же время их удобно собирать. Смотрите, вот эти огурчики, они прям на вытянутую руку, я их могу достать. 2-3 дня назад мы собрали где-то 2 ведра огурцов, думаю, сегодня я ведро насобираю. Вот так вот растут огурчики, я их беру вот такого размера, но можно и чуть-чуть меньше. Самые маленькие, крошечные, где-то я здесь видела, вот такие вот. Конечно, мы их рвать не будем, мы их оставим на следующий раз. Собираем. Итак, мы уже у меня на кухне и будем готовить наши огурцы. Я их подготовила, то есть хорошо помыла и уже подсушила их. Нам также понадобится лист хрена, такой хороший пучок, и лист вишни. Можно использовать листья смородины и дуба. И, конечно же, нужна соль, так как мы будем огурцы солить. Еще понадобится нам ложка и большая емкость. У меня это самая большая моя кастрюля. Прокладываем снизу листьями хрена. То есть мы выкладываем такую подстилочку, делаем. Так. Вот так вот все это аккуратно. Где надо, можно подорвать листики, это не страшно. То есть мне нужно выложить ровно, чтобы не было просветов от кастрюли. Вот. Теперь сверху я положу половину листьев вишни и начинаю выкладывать огурцы. Я их буду ровненько выкладывать. Если у вас емкость побольше, то можно, в принципе, это сразу же так раз все и пересыпать. Огурцы выкладываем не до краев, оставляем место для брожения, так как в процессе настаивания огурцы у нас будут бродить и будет появляться пена. Теперь готовим рассол. Я беру 2-литровую банку, наливаю сюда холодной воды и добавляю столовую ложку вот с такой большой горкой соли. Размешиваю и заливаю огурцы. Так, все. Теперь сверху выкладываю оставшиеся листья вишни. И все снова покрываю листьем хрена, чтобы не было промежутков и не выглядывали огурцы. Вот так вот плотно, как крышечку делаем из листьев. Все листики, которые у меня остались, все у меня пойдут в ход. Они будут сверху. Сверху мы накрываем крышкой меньше по диаметру, нежели кастрюля. Вот так придавливаем слегка. Или можно перевернуть, наверное. И ставим пресс. Я использую банку или 2-литровую, или 3-литровую, наполненную водой. Все, в таком положении оставляем огурцы бродить на 4-5 дней при комнатной температуре. Огурцы простояли 4 дня и будем проверять их готовность. Я убираю банку в сторону, пока крышку в сторонку. Так, возьмем какой-нибудь огурчик, такой маленький уже, сломаю его. Он, в принципе, просолился весь. Теперь надо попробовать. Да, готов. Можно приступать к дальнейшему приготовлению. Но единственное, я бы еще, конечно, добавила на свой вкус соли. Поэтому соли я добавлю потом в рассол. Так, теперь мне надо перелить рассол с огурцов в отдельную кастрюлю. А огурцы будем промывать.
рассол в сторону, пока на плиту. Листья хрена и вишни у меня здесь были. Я их убираю. Все, они свою работу выполнили. Я их выброшу. Так, здесь еще снизу. Вот они, листики. Все. А огурчики идем промывать, чтобы убрать лишнюю кислоту под проточной водой. Конечно же, под холодной водой это делаем. Хорошо их промываем, чтобы убрать вот этот вот белый налет. Закладываем огурцы в стерилизованные банки. Первую баночку я уже огурчики заложила. И пока я это делала, поставила на разогрев рассол и еще разогрела простую воду. Потому что может мне рассола не хватить, тогда я добавлю горячей воды. Огурцы я закладываю вертикально, можно горизонтально, в общем, кто как любит. Рассол закипает, и как я вначале и говорила, я хочу добавить немного соли, потому что мне показалось, что слабо соленая. Ну, где-то пол-столовой ложки, я думаю, хватит. Размешаю. Все, теперь можно отключать. И заливаем рассол по банкам. Так. А может, даже и хватит этого рассола. Я смотрю так. Ну да, даже лишнее остается. Зальем по горлышке, по края, то есть. И оставим минут на 15, чтобы наши огурчики немного прогрелись. Баночки постояли, они даже вот теплые стали, огурцы прогрелись. Теперь мы рассол сливаем и будем его снова доводить до кипения. Рассол закипел, все, отключаю, и можно снова заливать банки. Я залью, немного потрясу, потому что здесь местами воздух. Хорошо. И вторую банку. Заливаем до горлышка. Все. Теперь накрываем крышками. И можно закатывать. В эти огурцы уксус мы не добавляли, так как они квасились в течение 4 дней, и в них образовалась своя кислота. Закатанные огурцы, закатанные банки мы переворачиваем на крышку, укутываем и так оставляем до полного остывания. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!